Здравствуйте, дорогие зрители! Если у вас есть творог и несколько спелых абрикосов, обязательно приготовьте эту невероятно вкусную творожную галету. Для приготовления творожного теста понадобится 180 граммов творога. К творогу добавляю яйцо и пробиваю все погружным блендером до однородности. Так масса получится гладкая, без творожных крупинок. Хотя можно перемешать все ложкой, если для вас это не принципиально. Дальше добавляю растопленное сливочное масло 50 граммов. Оно должно быть теплым, но не горячим. И еще раз слегка пробиваю массу блендером. Количество сливочного масла в рецепте уменьшено, чтобы галета получилась менее калорийной. При этом тесто остается нежным, с приятным сливочным вкусом. Теперь всыпаю немного соли, подсластитель, у меня чайная ложка стевии. Если вы будете использовать сахар, добавляйте его сразу к творогу и яйцу. Перебейте блендером, чтобы крупинки сахара растворились. Сахара понадобится около 50-70 граммов. Также добавляю немного ванили и разрыхлитель, чайную ложку. И мука, примерно 180 граммов. Всыпаю частями. Точное количество муки может немного отличаться, потому что все зависит от влажности творога. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Я использую в рецепте обычную пшеничную муку, но вы можете взять ту, которая нравится вам больше. Сначала перемешиваю тесто лопаткой, а когда тесто начнет собираться, слегка вымешиваю руками. Долго месить не нужно. Вот такое тесто должно получиться. Мягкое, нежное, слегка липкое, оно не должно быть слишком плотным, не забивайте его мукой. Заворачиваю тесто в пакет или можно использовать пищевую пленку и убираю в холодильник примерно на 30 минут. А пока подготовлю начинку. Для начинки понадобится около 600 граммов абрикосов. Это 10 вот таких среднего размера или 12-14 штук поменьше. Вместо абрикосов можно использовать любые другие фрукты или ягоды. Абрикосы нарезаю тонкими дольками вдоль. Потом слегка вот так прижимаю и раскрываю небольшим веером. Не разъединяю их, а прямо вот так, в таком виде, половинками оставляю на доске. Потом их будет очень легко переносить на галету. Теперь охлажденное тесто выкладываю на пергамент. Пергамент я слегка припыляю мукой и сверху тесто также припыляю мукой. Сразу раскатываю тесто, пока оно еще холодное, на листе пергамента в круг толщиной около 4-5 мм. Если круг получился неровный, его можно слегка подровнять ножом, либо оставить как есть. Галета не обязана быть идеально ровной, в этом как раз ее шарм. Теперь в центр насыпаю около столовой ложки кукурузного крахмала и распределяю его по всей поверхности, где будет лежать начинка. Он впитает сок, который выделят абрикосы во время выпечки, и защитит тесто от лишней влаги. И поверх крахмала выкладываю абрикосы. Заполняю середину теста плотно. Лучше переносить их вот так, при помощи ножа, чтобы веер не развалился. Абрикосы выкладываю как бы в шахматном порядке, чередуя направление долек, чтобы получился такой красивый объемный рисунок. Если остаются промежутки, их тоже заполняю уже тонкими дольками абрикосов. И вот такая красота получается. Очень много начинки в этой галете. Края теста я оставляла свободными, около 4 сантиметров для бортиков. И теперь заворачиваю бортики к центру. Смазываю бортики желтком. И щедро посыпаю миндальными лепестками. Вместо миндальных лепестков можно использовать любые измельченные орехи. Если абрикосы недостаточно сладкие, их можно немного подсластить сахаром или сахарозаменителем. Я использую тростниковый сахар, он дополнительно придаст десерту легкие карамельные нотки, а можно добавить сладости уже готовой галете, после выпечки полив ее сверху сиропом или медом. Отправляю творожную галету в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут, до красивого золотистого цвета.
И посмотрите, какая красота получилась. Румяное творожное тесто, сочные ароматные абрикосы и хрустящие миндальные лепестки. Такая галета получается очень нежной, вкусной, ароматной, с большим количеством сочной начинки. Это очень вкусно, очень по-летнему. Идеальный десерт к чашке чая или кофе или лимонаду. Такая галета вкусна как теплой, так и полностью остывшей. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если рецепт вам понравился.